Микулка М7 SE. Ну, как считают его Микулка М7, это не Микулка М7, я вам сейчас докажу. И с вот таким вот Bluetooth пультом, но при этом Микулка М7 SE это как минимум Микулка Т1. Микулка Т1 революция, скажем так, или продолжение этой серии. Был когда-то такой ТВ-бокс, который мы активно продвигали в топы, потому что он был прикольный. Он был на Android TV 10, там последнее, что на нем было, на полноценном iMlogic S905 X4 или 11, даже уже не помню. Но при этом он был с Т2 модулем, были варианты с S2 модулем, стоил он чуть дороже, там, 60 или 70 долларов, но он был очень стабильный, при том, что его выдавало то, что на эту платформу был заделан вот этот вот пульт с дополнительной инфракрасной опцией, с голосовым поиском, Bluetooth пульт, но при этом он был сделан заводом Videostrон. Так вот, вот этот Микулка М7 сделан тоже заводом Videostrон, а Микулка М вся серия идет от завода Skyward. Вот это вот его и выдало. То, что они сделали? Они взяли платформу Микулка КТ1, взяли туда, напилили процессор iMlogic S905Y4 вместо X4, потому что такой мощности не надо. И даже вот там два USB 2.0, которые здесь получились вместо одного USB 3.0 и одного USB 2.0, они тоже подходят для проигрывания любого контента. И плюс сюда поставили очень хорошие сетевые модули. То есть это нам позволяет получить TV-бокс с полной сертификацией Android TV, кроме Netflix. Netflix нет. Он подходит для стриминговых сервисов каких-то базовых. И да, к сожалению, нет сертификации Dolby Audio, поэтому вы должны тоже на это дело смотреть. Но есть в пробросе там какой-то Dolby Digital Plus. Есть Google Chromecast, есть голосовой глобальный поиск, который работает, я покажу дальше в обзоре. И в принципе коробочка получилась интересная с учетом того, что он стоит 40 долларов. А мы сейчас с вами вот на сайте продавца, перед этим, как я вам пойду дальше, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик. Ссылку в описании под видео вам разместил и поехали. Формула памяти 2 на 32, одна из самых удачных для сертификатов, особенно для таких пустых как он. AV1, поддержка HDR, HDR10+. Потом, что у нас? 100 мегабитный LAN и очень классный 5 ГГц Wi-Fi. 4К 60 FPS в AV1 кодеке тягает просто-напросто беспроблемно. И то, что это чистый Android, а не Google TV, это просто-напросто его преимущество. Поэтому данный TV-бокс мы на текущий момент рассматриваем как один из претендентов в топ до 50 долларов. Сейчас мы идем его распакуем, потом тестируем и делаем выводы. Микулка М7 4К, да, SE. Как мы видим, здесь нет сертификации Netflix. Есть AV1 кодек, Prime Video, YouTube с AV1 и больше ничего. Слушайте, ну это сертифицированный Android TV с Chromecast, 4K Ultra HD HDR, 100 мегабитный Ethernet и 2.1 HDR, ой, этот HDMI. Слушайте, ну интересно. Облегченная версия, она что стоит подешевле, кому не надо Netflix. О, как симпатично выглядит. Только знаете, что меня интересует? Почему фронтальная панель вот эта вот, надпись HDMI здесь зачем-то, вот это сразу такое вот. Потому что ты смотришь и спереди, и сбоку. Ну Всё да, я таки, переворочаю, да, потому что сзади у нас идет AV1, AV выход, есть LAN RJ45, HDMI и вход питания, а здесь у нас две USB-шки 2.0 и TF-ка. И все. Вот как бы так. Здесь экономили Сертификатик такой себе. Ну, давайте дальше посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть HDMI кабель, самый простой. Вот это, знаете что? Прикол, сейчас покажу. Ух ты, 12 вольт 1 ампер, 12 ваттный. Нетипично для микулов. А теперь смотрите, вот этот пульт, он очень прикольный. Я когда-то, помните, выпускал Микул, был КТ1, и у него был этот пульт, он мне нравился. Он Bluetooth, он голосовой, у него есть цифровая панель. Мышка чисто статичная, она передвигается курсором, здесь нет аэромыши. Но здесь у нас есть еще инфракрасная панель для вашего телевизора. То есть вот ТВ, она обучаемая, и эти 4 кнопки тоже обучаемые под инфракрасный порт.
Вот он, инфракрасничек есть. Здесь даже есть инструкция по обучению. Это очень удобно. То есть вы там зажимаете, нажимаете и держите ТВ кнопку на 3 секунды. Потом LED начинает включиться и начнет моргать. И перейдет в режим чтения. Держите СТБ. Нужно держать их рядом. Все абсолютно стандартно. Даже не буду показывать, как программируют, потому что здесь есть четкая инструкция. Тут абсолютно нечем говорить. Работает он на 2 батарейках 3А. Все, ребята. Давайте так, я его пошел настраивать и будем уже его тестировать. Интересный ТВ-бокс за его цену. Так, Android TV, само собой, не сертифицированный Netflix. Это все-таки SE-шка, хотя Netflix сюда установился при инициализации устройства. Он говорит, вы часто используете Netflix, установить. Я же думаю, ничего себе, обошел, скажем так, защиту Play Market, но Netflix у нас йог, он не запускается, Netflix не сертифицирован этим устройством. Поэтому вот есть как есть. Но это сертифицированный Android TV, полноценный, со всеми плюшками. Давайте сразу я вам покажу, допустим, трансляцию экрана. То есть для того, чтобы вы понимали, что у нас работает вот трансляция Google Chromecast, KM7 он видит, транслируем. Можем весь экран транслировать, можем тут некоторые приложения транслировать, например, те же самые YouTube и тому подобное. Вот, пожалуйста, все работает. Тут как бы хорошо. Я с этим согласен, и все отлично. Дальше. У нас, если пойдем в настройки, мы увидим с вами, что сейчас у меня подключен LAN RJ45, у нас с аккаунтами все отлично. По пультам и аксессуарам вы поняли, что здесь у нас управление внешним устройством по типу телевизора, либо еще чего-то делается через инфракрасные кнопки, поэтому отдельной опции здесь нет. Это одно из самых прикольных решений. Идем в настройки устройства, смотрим об устройстве. Mikulka M7, версия Android 11. Дальше дата, время, экран и звук. Экранчик у нас поддерживает до 4К 60 Гц от 480p. Есть цветовые профили и есть адаптивный HDR. Тоже за это огромный плюс. HDMI-цик работает в стандартном моменте без регулировки громкости через HDMI-цик и в расширенных настройках звука. И настройки звука тоже самые-самые простые. Хорошо. Больше тут нам показывать нечего. Давайте посмотрим его составляющую в AIDA 64. KM7 2 на 32. Ничего так. Центральный процессор Cortex A35. Это AMLogic S905Y4 по 24 ядра по 2 ГГц, 64 бит в 32-битном режиме. За отображение отвечает Mali G31. Тут все как бы абсолютно стандартненько. Android 11. И доступа к температуре нет, поэтому ни тротлинг теста не будет, ничего, потому что это бесполезно на сертификате. Из кодеков у нас есть тут практически все необходимое. VP9.2, HEVC, AVS2, VC1 и AV1 кодек. С этим тоже вроде бы все хорошо. Давайте пробуем сетевые модули. А ну, погоняем чуть-чуть. LAN RJ45 у нас... Да нет, нам не нужен сейчас эксперт. Давайте. LAN RJ45. Чистая сотка. Тут рассчитывать было не на что с этим LAN RJ45. Сотка на 94, на 90 с мелочью. Это вот как раз 100 мегабит минус служебный трафик. Отлично, 94 на 92. Выключаем LAN RJ45. Так, Wi-Fi 5 ГГц тестируем через наши сервера. Получаем максимально 200... Wi-Fi-чик у нас 300, 400 мегабит, больше 430. А Wi-Fi-то хорош. Wi-Fi-то хорош, тестируется в паре с Xiaomi BE7000. На загрузку прям 410. На отдачу 240. А ну смотрим. Очень неплохо. Wi-Fi хорош. Единственное, что в нем, конечно, нет Netflix. Так был бы неплохой ТВ-бокс на базе Mikulka T1, который они раньше выпускали. Я знаю этот ТВ-бокс. Очень был неплох в свое время. Стартуем 2,4 ГГц тест. И здесь тоже намного выше среднего, почти 100 мегабит через 2,4 ГГц. Да, действительно, на этот раз они что-то поработали над ошибками по поводу Wi-Fi, мне кажется. 98 на 90 на 90 на 100. Отлично.
на 99. 100 мегабит. 100 мегабит по Wi-Fi 2,4 ГГц. Суперово. Дальше мы с вами начинаем уже тестировать мультимедийные возможности. В ютубчик у нас все как бы отлично. У нас, что самое интересное в ютубе, он воспроизводит отдельно и HLG распознает, который вот мы, допустим, на ролике тестируем. Давайте выставляем качество 4К 60 FPS. Мы, кстати, сейчас на 2,4 ГГц. Надо бы не наглеть, короче, да, поставить 5 ГГц. Но 4К 60 FPS он таскает на 2,4 ГГц Wi-Fi. И вы видите вставку, он работает с разными кодеками, там даже две вставочки, одна с HLG, другая с AV1 кодеком в HDR10. С этим он тоже отлично справился. По YouTube как бы вообще вопросов нет. То есть с YouTube у нас все отлично, хорошо. А если говорить про стриминговые сервисы какие-то, то для этого нам сначала нужно посмотреть DRM-инфо. Бренд Mikulka M7, так. Android TV, CNC Clear Key поддерживает, это очень прям хорошо. Давайте Google Widevine L1. Ну, слушайте, то есть у него нет проблем с сертификацией для всех остальных стриминговых сервисов, кроме Netflix. То есть если мы пойдем, например, там в Nexon, очень неплохой фильмовый сервис, при этом еще и с каналами, с IPTV-шечкой, вернее с OTT каналами, то мы спокойненько сможем смотреть, допустим, ТВ онлайн. Сейчас мы вот выбираем основные каналы, пожалуйста, можем переключать и смотреть. А ну смотрим, пожалуйста. Каналы HD, это у нас Full HD потоки, беспроблемно переключаются, быстренько, при том, что я на 2,4 ГГц, ребят. На самом-то деле на 2,4 ГГц. Также фильмы. Тоже выходим на Nexon для Украины. Я вам классные условия разместил в описании под видео. Смотрите без проблем. То есть отличный сервис. Я уже даже делал на нашем украинском канале обзор. Давайте Nexon Powered by UTV. Это партнеры медийные UTV. Только у Nexon еще и фильмы есть дополнительные. И тоже онлайн-фильмы проигрываются беспроблемно. По поводу фильмов через Matrix. Любой фильм на Wi-Fi, если есть достаточное количество раздающих, идет без проблем. Он может декодировать, и особых у нас каких-то проблем не возникло. По поводу автофреймрейта. Автофреймрейта нативного в самом ТВ-боксе нет. То есть об этом нам показывает информация в диагностике самом Vimeo, пожалуйста. Но с помощью TV Quick Action спокойно реализуется, и автофреймрейт у вас работает с переключениями в частоты. То по одной кнопке можно делать, либо автоматически, все тоже отлично срабатывает. По поводу внешних жестких дисков, имеется в виду контента с внешних жестких дисков, мы здесь проигрывали абсолютно наши тестовые все очень тяжелые ролики. Давайте там Samsung 7 чудес проиграем. Все, пожалуйста, воспроизводится. Теперь LG New York 4K. Это очень высокобитрейтные штуки. HDR10 и HDR10 Plus отрабатывает. Dolby Vision тут само собой нет. Вы это тоже спокойно понимаете. По поводу звука у нас Dolby Digital Plus есть. Dolby True HD идет как простой Dolby Digital, DTS ядро. DTS HD Master Audio на некоторых моих ресиверах что-то там пыталась пробрасывать. Я не могу гарантировать, что он будет. Поэтому я не буду вас обманывать, давать ложные надежды. Мы подтверждаем пока что только DTS ядро. Если у вас на SE работает DTS HD Master Audio, здесь вот, кстати, DTS ядро воспроизводит, то, пожалуйста, дайте знать. Мы как бы будем понимать, что это как-то работает. Других проблем у меня как бы нет. Я вам показал уже на текущий момент ютубчик, проигрывание там какого-то IPTV, OTT, каких-то стриминговых сервисов. Все отлично. Сетевые модули хороши. Ну и, конечно же, что-то мелкое мы поиграем. Конечно, Android TV игрушки. Я не скажу, что он подходит для каких-то там мега-супер мощных и требовательных игр. Вы это должны понимать. Ну, я играл здесь в Raptide GP2. А это достаточно требовательная игрушка такого консольного уровня, где-то PlayStation 3. Давайте стартуем. Посмотрите на качество воды, качество отображения. Управляем геймпадом. Геймпады сюда подходят. Один из моих любимых контроллеров это GameSear T4 Pro. Очень неплохо, мультиплатформенный, подходит на Android, на PC. Давай. Подходит на Android, на PC, на Switch. Поэтому
сюда подходит отлично. При том, что я вам рассказываю, он подключен через кабель. Через кабель подключается через Bluetooth, через донгл. Там, блин, нафига это обучение? Не подтянуло мои сохранялки. Ну да ладно, мы видим, что качество отображения отлично, даже брызги есть. Ну и такие игры тоже идут. Кстати, тоже почти консольного уровня, с неплохой графикой. Это Аномалия. Смотрите, то есть, ну такое вступление, ничего так. Да, конечно, в такую игру поиграть просто так не стоит. Без нормального геймпада на Android TV невозможно. Само собой, мы там с вами чуть-чуть ее посмотрели, что это все работает. Но все-таки это TV-бокс. И я всегда вам рекомендовал не играть на TV-боксах в таком объеме, в котором мы там зачастую там как-то играем. Мы должны с вами проверить возможность трансляции через Chromecast на данный... А мы уже транслировали, да, Chromecast? Все понятно, мы уже транслировали. И слушайте, у нас остается только голосовой поиск. Фильм «Черкассы». Если TV-бокс на русском языке, не знаю, сейчас посмотрим. Дикая река 4К прям предлагает. Сейчас посмотрим, где он ищет, в каких источниках. Да, он ищет в сторонних источниках, что тоже очень неплохо. У него работает глобальный голосовой поиск. Но я не буду обещать, что он будет работать на всех обновлениях, потому что Google прям как свихнулся. Иногда работает, иногда нет. Но я уже готов прорезюмировать данный TV-бокс. А в качестве выводов скажу, классный TV-бокс получился за $40, неплохой для базового стриминга, и все остальные виды просмотра на нем тоже работают, ну, кроме Netflix, само собой. Мы его рекомендуем, а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.